Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я продолжу знакомить вас с миром английского футбола. Как вы можете помнить по моим предыдущим видео, в конце мая я побывал на Уэмбли, где воочию наблюдал возвращение Oldham Athletic в мир профессионального футбола. Тогда они красивейше обыграли Southend United 3-2 в драматичнейшем матче и попали в League 2. И сегодня команда наконец-то проведет свой первый домашний матч в рамках четвертого по силе английского дивизиона. Я не мог обойти такое событие стороной, тем более, что на меня после того фееричного матча на Уэмбли подписалось немало болельщиков Олдема. Буквально на следующий день после выхода моего видео о матче Oldham Athletic и Southend United на мой канал внезапно обрушился поток англоязычной публики, к чему я был, конечно же, потенциально готов. Все-таки не зря я не один час просидел над производством английских субтитров. Но все же было очень и очень интересно, откуда же люди пришли ко мне. Ну и как оказалось, моим соседом по финалу плей-офф National League оказался один из авторов подкаста про Oldham Athletic, который весь матч наблюдал за тем, как я снимаю, а потом нашел на YouTube мое видео и поделился им со своими подписчиками. Более того, Энди, так его зовут, позвал меня на запись эпизода их подкаста The Boundary Park Alert System, посвященного финалу как раз плей-офф. Честно признаюсь, мне было очень приятно услышать столь позитивный фидбэк от англоговорящей в публике. Ну и после этого стало очевидно, что я просто обязан в новом сезоне приехать на Boundary Park. Но разве есть для этого более подходящий повод, чем первый домашний матч в рамках розыгрыша League 2? Вот он, я здесь, я в Олдаме, и буквально через несколько часов меня ждет их битва с Колчестер Юнайтед. Я не сомневаюсь, что открытие сезона получится ярким и интересным. Вы же тоже заранее настраивайтесь на самый позитивный лад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, еще этого не сделали. Конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании видео. Вот вам QR-код для этого. Ну и погнали. Нас ждет Oldham Athletic и Колчестер Юнайтед. Будет интересно. Получасовая прогулка от центра Олдема, и я подхожу к Boundary Park, к домашней арене Oldham Athletic. Ну и честно, даже на подходе к стадиону я уже, кажется, понимаю, почему эту арену называют самым холодным стадионом Англии. Дело в том, что Олдем находится на холмах, и здесь дуют периодически ураганные ветра. И сегодняшний день даже в этом плане не исключение. Вроде как и везде тепло, везде хорошо, а вот на подходе к стадиону, на подходе к Boundary Park, ну так, нормально, прохладно, продувает. Я даже подумываю о том, чтобы накинуть что-нибудь сверху, ибо, мне кажется, можно и подзамерзнуть будет на стадионе. По рекомендации своих новых знакомых я приехал на Boundary Park заранее, практически за 2 часа до матча. Во-первых, мне сказали, что обязательно нужно зайти в бар 1895, куда мы сейчас пойдем. Ну и сейчас можно спокойно будет зайти в клубный магазин, без очередей, без толп, спокойно все посмотреть, ну и дальше уже пойти на полноценное знакомство с стадионом Oldham Athletic. Итак, Athletic Store. Встречает нас, конечно же, формой. Играет Олдем в Puma. Очень красивый комплект. Здесь же футболки с прикольными принтами. 2 идут за 35 фунтов. Вот эта футболка, она изображает гол Джеймса Норвуда. Собственно, этим забитым мячом Oldham Athletic сравнял счет в матче с Саутендом. Ну а вот схема, как разыграли победный мяч в том же матче. Это безумие, это просто
много вот таких футболок, посвященных этой победе на Уэмбли. Вот это, кстати, очень классная. Кружки. Опять же, посвященные матчу на Уэмбли. Сова поедает креветку. Шарфы, шапки. Очень качественные свитшоты. Вместо 40 фунтов за 20. Вот классные куртки. Тоже вот эти футболки идут 2 за 35. Очень приятный принт Oldham Athletic. Есть худи, есть флаги, есть поло. Ну, вообще вот так магазин очень даже достойный. Есть где разгуляться. Пожалуйста, форма. Собственно, не только встречает нас на входе, но и здесь висит, продается. Комплект стоит 55 фунтов. Абсолютно адекватно по английским меркам. Есть кепки, есть шапки, есть даже панамки, но, к сожалению, с панамками облома. Не только Junior, а взрослые появятся только в сентябре. Если помните, когда я ходил на Уэмбли, я очень сокрушался, что не было возможности купить пин Олдема. Сегодня я наконец-то исправлюсь, пополню коллекцию. Со значками в магазине нет никаких проблем. Более того, в нынешнем сезоне у Олдема выходит лимитированная коллекция матчевых значков. Всего по 100 значков к каждому матчу. Причем купить можно только 50 из них. Такой я тоже обязательно, конечно же, себе возьму. Ну что, приятный магазин у Oldham Athletic. Еще и программку я там взял, 3,5 фунта. Ну все, теперь у нас до матча ровно 2 часа. Можно идти социализироваться в бар 1895. Вот так выглядит бар 1895 изнутри. Есть много кранов, 3-4 вида лагера, есть сидр, есть гиннес. На стенах футболки. Какое-то бесконечное количество досок для игры в дартс. Ну и видите, столы, показывают футбол. Люди смотрят, люди пьют пиво, общаются в ожидании старта сезона их любимой команды. Чем ближе время начала матча, тем больше, конечно, народу здесь в баре. Все пьют пиво, все общаются. Более того, сюда даже и владелец Олдема подошел, Фрэнк Ротвелл, тоже спокойно общается с людьми. Вот такого, конечно, единения я нигде не видел. Вот это прям очень круто, очень впечатляет. Можно спокойно просто подойти, поговорить с владельцем клуба, с президентом обо всем и ни о чем. Вот топ. Ну что, в магазин заскочили, в бар 1895 тоже зашли, очень даже продуктивно. Теперь можно двигаться на сектор. У меня билет в самое сердце Ультрас Oldham Athletic на заворотку. Я очень надеюсь, что там сегодня будет горячо. Так или нет, увидим очень скоро. Если лайк к этому видео не поставили, самое время поставить. Погнали, нас ждет Boundary Park. Кое-как пролезаем. Ай. Я тоже. Блин, sorry, I'm stuck. Yep. Yeah, the backpack's stuck. Yeah. Oh, I'm good. Слушай, я застрял. Кое-как в вертушке пробился, рюкзак зацепился. Тяжело тут проходить. Вот такие флешбеки с Bowling Ground. Там тоже были ужасные вертушки. Я не знаю, как люди, которые шире меня тут проходят. В общем, все. Мы здесь. Boundary Park. До матча 15 минут. Можно идти на сектор. Вот он, Boundary Park, перед нами во всей своей красе. Новая The Joe Royal Stand. Где-то там гости. Ну а здесь Ультрас, здесь Oldham Athleticos. И где-то здесь буду стоять, сидеть и я. В общем, будет круто.
так считаю. Встречает свою команду в первом домашнем матче сезона Лиг 2 2025-2026. Высота! Атмосфера то, что надо. Как будто не в Англии. Суппорт просто нон-стоп идет. Песня за песней. И не как обычно один-два заряда. А тут прям нон-стоп. Поют. Одна песня закончилась. Тут же вторая начинается. Барабаны. Просто топ. Не топ только то, что только что Колчестер Юнайтед открыл счет. 7,5 минут. И всем пофиг. Все дальше гонят свою команду вперед и делают максимально правильно. По ходу матча маскот ходит вдоль трибун. Вот, детям хай-файв молчали. Я его зацепил в клубном магазине, сделал селфи. В общем, вот так выглядит сектор. Вы сами все слышите. Кайф, красота. Реально кайфую. Давно я так в Англии не кайфовал на стадионе. Футбольный клуб
клуб Oldham Athletic был основан 130 лет назад, в 1895 году. Тогда он назывался Pineville AFC. Ну и за свою 130-летнюю историю его главным достижением является, во-первых, второе место в чемпионате Англии розыгрыша 1914-1915 и выход в финал Кубка Лиги сезона 1990-91. Большую часть своей истории команда провела в лигах ниже премьерки. Последний раз клуб заскакивал в элиту английского футбола в начале, в середине 90-х. И было это совершенно недлительное пребывание в элите, после чего команда начала плавать по иерархии английского футбола. Закончилось тем, что они в итоге вообще вылетели в нон-лигу. Я во всем уже рассказывал в своем видео про Уэмбли. Сейчас команда вернулась. Спасибо Фрэнку Ротвеллу, потрясающему человеку и президенту клуба, которого вы могли уже видеть в баре при стадионе, который прекрасно ходил среди болельщиков, со всеми здоровался, со всеми общался. Я не был исключением. В общем, хочется верить, что после возвращения в лигу у клуба дела пойдут только по нарастающей, что Oldham Athletic когда-то в недалеком будущем вернется в элиту английского футбола, но пока, конечно, до этого далеко. Смотрим, следим за командой. Честно, я проникся душой, я проникся атмосферой как Boundary Park, так и, в принципе, Oldham Athletic. Хочется пожелать команде и ее болельщикам всего самого-самого лучшего. Как я уже неоднократно сегодня сказал, играет Oldham Athletic на стадионе Boundary Park, вмещающий 13 560 зрителей. Ну и открыта арена была в 1904 году, 121 год назад. Стадион повидал много, и вот сейчас посмотреть. Здесь 3 олдскульных трибуны, включая вот одну гостевую заворотку. И более современный центр, собственно, вот где-то там, в недрах этой трибуны, и находится бар 1895, в который я заходил перед матчем. Сравняли в концовке первого тайма. Так выглядит, я бы назвал это под трибункой, но это за трибунка на Boundary Park. Тот же самый ассортимент пива, что и в баре 1895, но цены немножко другие. Так, пинта крафтового лагера стоит 5,50, а в баре было 5 фунтов, то есть все на 50 пи дороже.
Здесь же есть несколько палаток с едой, например, вот палатка с fish and chips. Порция рыбы с картошкой стоит 10 фунтов. Можно взять колбаску за 9 фунтов. Есть разные виды еще и фишкейков. Просто картошка 4,50. Есть бургеры, чизбургер одинарный 6,50, двойной 9,5 фунтов. То есть в общем и целом голодными на Boundary Park вы не будете. Что еще очень интересно, прямо здесь в трибуне есть магазин для детей. Здесь прям торгуют сладким, какие-то конфеты, шоколадки. Прямо вот здесь на заворотной трибуне. Вот это прям прикольно. И вот можно сфоткаться с маскотом. Ну разве не кайф? Просто топовейшая атмосфера. Я вот кайфую от каждой минуты, находясь здесь на Jimmy Fizzle стенд. Просто топ. Неделю назад я был на матче другого клуба, запромоутившегося в Лиг 2 по итогам прошлого сезона. Я ходил на матч Барнет FC, и вот честно, что атмосфера, что качество футбола, это просто небо и земля. Я не понимаю, как в прошлом сезоне Барнет занял первое место. Я не знаю, может быть, у них был совершенно другой футбол год назад, но сейчас они играли просто максимально отвратительно. То, что я наблюдаю сегодня на Boundary Park, это просто совершенно другое качество игры. Это прям реально классный, интересный, увлекательный футбол. Ну а про спорт я вообще молчу, это просто вышка. Как сейчас не забили?
Сегодняшняя посещаемость 7799 зрителей. Немного, но сами видите, та заворотка, которая гостевая, она практически полностью пустая. Это, конечно же, накладывает свой отпечаток. Все, финальный свисток. 1-1. Именно так завершается первая домашка Oldham Athletic после возвращения в Лиг 2, мир лигового футбола. Вы смотрите, кто еще здесь на секторе. Hey, unfortunately, I didn't bring you the victory today, but the game was fantastic. Видите даже, насколько круто, что президент клуба приходит на трибуну, на фанатку посреди матчей. Но это прям огонь. Фрэнк Ротвелл просто легенда, конечно же. И все, что он сделал для Oldham Athletic, просто стоя аплодирую. Очень крутой человек. Еще раз повторюсь, легенда. Всем бы клубам таких владельцев. Ну что, Boundary Park — это пушка. Вот честно, я максимально доволен своим визитом в гости к Oldham Athletic. Это было потрясающе, и фанаты Олдома меня безумно порадовали. Владелец клуба Фрэнк Ротвелл, блин, это вообще просто мировой дядька. Я вот очень сильно завидую клубу, как болельщику West Ham United. У нас с руководством беда, у нас с руководством серьезные проблемы. И вот Oldham Athletic вырубил себе такого топовейшего владельца. Так что вот очень-очень им завидую, очень-очень за них рад. Футбол классный. Очень жаль, что Oldham не смог выиграть. Но вот я остался в максимальном восторге в любом случае. И я очень сильно надеюсь, что вам тоже понравилось это видео. И я очень надеюсь, что вам понравился мой визит на Boundary Park так же, как он понравился мне. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Конечно, пишите комментарии. Все это помогает продвижению моего контента и развитию моего канала. Конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании видео. Вот вам QR-код для этого. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного.